I want to thank Dr. Marcinkovsky and my colleagues in Ukraine and the French Embassy for their invitation. Хочу поблагодарить моего коллегу доктора Марцинковского и организаторов, всех, кто пригласил меня сюда, и посольство Франции. I am a big fan of Ukraine. My son was serving in the U.S. Embassy here for 2 years. Я сам очень люблю Украину, и мой сын работал в течение 2 лет в консульстве здесь в Украине. And my wife, of course, is an honorary member of the French consulate in Boston. Моя жена почетный член французского консульства в Бостоне, да? She hasn't won the Légion d'honneur in France yet, but maybe one day she will get that. Ей, скажем так, ей еще не удалось во Францию попасть, но я думаю, что получится в скорости. So, in the United States we always say about disclosures, I have no commercial disclosures, just funding from National Institutes of Health. Итак, в Штатах мы всегда прежде всего заявляем о том, что, ну, то есть заявляем, скажем так, об авторских правах, что, скажем так, кто владеет чем, но здесь я должен признать, что я не нарушаю ничьих прав и не открываю ничьих, скажем так, секретов информационных. So this is a very unique presentation because it will tackle a argument about autism in terms of cost of care, quality of care, and its burden, both medical, mental, and social, on families. So it's kind of a different presentation that you hear about autism in general. Моя презентация будет действительно, я так думаю, что сильно отличаться от других презентаций, которые здесь уже были представлены. Почему? Потому что прежде всего я здесь буду говорить об аутизме в сопоставлении с качествами услуг, предоставляемых по, скажем так, лечению этого заболевания, первое, и второе, по той нагрузке социальной и экономической, которая связана с этим заболеванием. I participated, because this presentation has some unique relationship with France, I participated in this international committee, 4th National Plan for France, in April of 2017. Так как презентация посвящена аутизму, хочу здесь упомянуть, что я принимала участие в 4-м международном комитете, связанном с 4-м национальным планом по аутизму во Франции. Это было в апреле 2017 года. And I commend, for example, the political will by their president and also the fact that they want to integrate healthcare, social inclusion, and rehabilitation. So it's a very unique beginning for France. Для Франции это действительно представляет такое, скажем так, уникальное значение. Почему? Потому что вот, воля в участии и, скажем так, в воплощении этого плана была выражена на президентском уровне о том, чтобы действительно развить и поставить помощь по аутизму во Франции на должную высоту. And as you can see, it's the 4th plan, so there's always hope to revise it and make it better. So it takes many iterations. Если вы заметили, что это уже 4-й план, и цифра 4 означает, что это, как бы сказать, не последний, то есть ожидаются другие стадии, можно сказать, или версии этого плана. So I participated in a group last year also on what we call the Greenwich group because it was held in Greenwich, England, and it made certain recommendations that came out just this month in a paper. Также хочу отметить, что я участвовала в Гринвичской группе, она происходила в Гринвиче, и эта группа разработала несколько рекомендаций, которые были приняты к внедрению. In summary, it essentially recommends more knowledge about cost of interventions and using the appropriate interventions. Прежде всего, это касается, скажем так, вынесения на первый план
вот стоимостного выражения лечения и управления именно в плане социально-экономическом, управления стоимостной нагрузкой лечения аутизма. And this is, of course, because 70% of the children in the world live in less than $8 a day, but also live in most of the low resource. Okay. Yeah. Почему это очень важно? Потому что, как видите, 70% в целом населения мира живет всего лишь за 8 евро в день, это, так сказать, если в среднем рассчитать. И прежде всего нужно учитывать, что это страны с очень низким ресурсом. So this is the distribution of the population of children under 15, and you can see the light color is where the density is, and that's where the paucity, the lack of services also. И вот вы видите здесь карта, где представлено, где живут дети возрастом до 15 лет, и в цвете выражается, как бы сказать, доступность и наявность ресурсов к помощи детям. So we did a report in November 2016, funded by the World Innovation Summit in Health. This is it's available on the internet as a PDF file. Хочу представить вам отчет, который вышел в 2016 году и был спонсирован с Всемирной организацией по социальному здоровью. Этот отчет вы можете тоже найти на сайте. The lifetime cost of caring for an individual with autism is 2.2 million US or 1.5 million pounds UK. Из этого отчета хочу представить вам одно из заключений, что услуги, которые предоставляются, естественно, в течение всего срока жизни пациенту с аутизмом, стоимость их выражается в Штатах, это 2,2 миллиона, а если мы выразим это в английских фунтах, то это 1,5 миллиона будет стоимость в целом. These are studies that have been done on prevalence of autism, and you can see that most of the prevalence studies are in highly developed countries, and the rates are increasing in those countries. И здесь представлена распространенность заболеваний с аутизмом, и, как вы видите из самой диаграммы, что наиболее поражены страны с более высоким, скажем так, достатком и степенью развития, и, к сожалению, эти показатели со временем только повышаются. With the exception of Japan. Единственное исключение здесь составляет Япония. These are the prevalence studies that is not perfect, but as you can see, there's very few studies in places where most of the kids live. Вот еще одно исследование по распространенности заболевания. Конечно, нельзя назвать его совершенным, но тем не менее представлены страны, где именно живут дети с аутизмом. We have done studies in Nigeria to show that, together with my colleague Dr. Bakare, that autism exists. It's not a cross-cultural phenomenon. Autism exists, and its presentation is more severe because of stigma, but generally autism exists across all cultures. И вот с моим коллегой доктором Бакарди мы провели исследование в Нигерии, мы постарались вместе с ним представить то, что аутизм не является вот какой-то специфической характеристикой какой-то особой культуры, он, скажем так, присущ всем культурам, и единственное, что формы, скажем так, его будут еще тяжелее в тех странах, где, опять же, из-за культурных каких-то различий или базы, фактически такие люди стигматизируются. So this is from the WISH report I mentioned, and you see that about 40% of autism has intellectual disability, about 40% without, and the rest
do not have, they have intellectual and cognitive and adaptive functioning that has limitations. Вот опять же хочу представить данные из отчета ВИШ, где вы видите, что 40% аутизма связаны с умственной отсталостью, 40% не связаны, а остальные представляют случаи, скажем так, с разнообразным комплексом, то есть там могут быть и отсталость развития, и другие состояния. This is a journey across the lifespan. Здесь, в общем-то, представлен как бы вот путь в течение всего жизненного периода. That shows screening, diagnosis, early intervention, therapy, and transitions. But as you see at the bottom, there's health, social, and education. Вот диаграмма представлена таким образом. Начинается с наблюдения и скрининга, дальше диагностика, затем раннее вмешательство, то есть, скажем так, ранняя деятельность по исправлению состояния, дальше терапия и переход, то есть определенный, скажем так, к другим состояниям. А под этим всем, как видите, вот голубая черта – это здоровье, дальше составляющие – это соцпомощь и образование. So, if you wanted to leave my presentation and go and have lunch, this is my main point. Early intervention reduces lifetime cost. Ну, скажем так, в зависимости от вашего желания я могу прервать свою презентацию, мы пойдем пообедаем. Но здесь, поэтому вот в этой точке я хочу как бы поставить акцент на самом важном, что ранняя интервенция в такие состояния, скажем так, как приводит к лучшим результатам, так и снижает в целом стоимость. And care requires multi-agency tasks. It's not just health. И, скажем так, как бы сказать, лечение, да, таких состояний, если можно назвать это словом лечение, потому что это целый спектр, включает в себя задачи, опять же, многодисциплинарные. Economic impact, the cost includes direct medical, which is the healthcare, but there's also non-medical costs on parents and society and loss of productivity by parents and families. So that's what we have to take into consideration. И здесь хочу поговорить об экономическом влиянии. Именно вот это экономическое влияние необходимо принять к рассмотрению. И если мы посмотрим на составляющие, то это прямые медицинские затраты, не медицинские затраты, то есть те, которые несут на себе родители ребенка с аутизмом. И, конечно же, потеря производительности. Почему? Потому что такие родители фактически выключаются из цикла производства. Costs on par with estimate for diabetes. Why? You ask that. It's because autism is very early onset and lifetime. Diabetes is usually later onset, complications later onset. И здесь, как видите, сами затраты это на порядок выше, в особенности если это ранее, скажем так, то есть по сравнению с предыдущими оценками по диабету. Почему? Потому что диабет это состояние, которое не всегда развивается в ранних сроках, а аутизм это, говорится, с самого раннего и фактически навсегда, на всю жизнь. This slide from California that has a very good developmental service department shows. Вот слайд из Калифорнии, у которых очень хорошо, скажем так, организована поддержка и услуги, предоставляемые по аутизму. Shows mostly non-medical spending costs, and you can see community, daycare, in-home respite. Здесь они представили не медицинские затраты и разложили их по компонентам. Это, как видите, и включены, скажем так,
как бы сказать, громады, то есть коммуны или вот того региона, где живет ребенок и родители. Дальше программа дневной поддержки, транспортировка и так называемая кратковременная замена родителей, которые, например, поехали в отпуск или еще куда-то, им необходимо их заменить, это тоже затраты. Cost of medications is a disaster in the United States, and hope. Конечно, затраты по медикаментозной помощи это для Штатов это просто катастрофа. This is not the case for some other countries like France and Germany. Ну, что не является, скажем так, катастрофой для Франции и Германии. So, calculating costs, I mentioned production loss, support, schools, medical, and the last one you see is misdiagnosis. Very important. При расчете затрат, посмотрите, что я включила в эту формулу, это и потеря производительности, это и затраты по поддержке, это затраты по школьному обучению, медицинские затраты. И последнее я сюда включил, это затраты по недиагностированным случаям. So, assumptions about productivity cost. Вот теперь рассмотрим, скажем так, оценку по потере продуктивности. This is a technical point, but Здесь несколько техничный момент. if a mother decides to leave work, that's not calculated as a cost. Если мама решает бросить работу и уделить всю свою жизнь ребенку, конечно, это не рассчитывается как потеря производительности или продуктивности. But if she works and takes time off as a leave of absence, that's calculated as a cost. So the cost estimates are underestimated. Но учитывают, ну это имеется в виду стандартные схемы расчета, потерю продуктивности учитывают только тогда, когда мама работает, но часто берет отпуск или свободные дни, или, допустим, не все время вырабатывает по уходу в связи с уходом за ребенком. Вот это тогда учитывается как потеря производительности. Как видите, случаи, которые не берутся в расчет, когда мама вообще не работает, это фактически недооценка потерь производительности. This is a recent study Вот последнее исследование. Of cost gained for those who received intervention in the early start Denver model clinical trial. Вот здесь исследование было проведено в тех случаях, когда была ранняя интервенция по модели, денверской модели раннего начала для детей с аутизмом. Higher money was spent on the intervention group. Конечно, наиболее высокие затраты были в момент начала вот этих организаций групп с интервенцией. But when they were followed over a period of time, they required less intervention and they required less expenses, which means that they saved money by intervention. В последующем, скажем так, при наблюдении и отслеживании дальнейшем состояния и исходов вот этой ранней интервенции оказалось, что стоимость значительно снижается и исходы таких состояний гораздо лучше в целом. So the major issue that I think is an ethical problem is Основной вопрос, вот я считаю, это прежде всего этический вопрос. Misdiagnosis. Это когда мы состояние не диагностируем и теряем их. It's like cancer. When you miss early diagnosis of cancer. Это как при заболевании раком.
Если не диагностировали на ранней стадии, то сами понимаете, что будет потом. The cost is much heavier later, and also cost on life. То как стоимость лечения при потере ранней диагностики, скажем так, на терминальных стадиях рака, стоимость лечения будет выше, и, конечно, для жизни то же самое, будет стоимость гораздо выше. So I will compare costs now for you. Поэтому вот сравниваем затраты. There are differences in national disability policies across the countries. Конечно, в каждой стране своя собственная национальная политика в отношении вот такого рода, скажем так, инвалидности. One of these is Australia, one of my favorite countries. Хочу поговорить об Австралии, это одна из моих любимых стран. This is a platypus, Вот утконос, unique to Australia. да, он живет только в Австралии. And I have some problem that every presentation I make, I have to mention Darwin's name, Charles Darwin's name. У меня такая проблема, что всякий раз мне приходится упоминать имя Чарльза Дарвина, когда я делаю You've heard of Charles презентацию. Darwin in evolution. Я думаю, вы слышали о Чарльзе Дарвине и теории эволюции. He was the first scientist to see from the west to see a platypus. Так вот, он как раз самый первый ученый, который увидел утконоса. But he did not see a kangaroo in Australia, Ну, а вот кенгуру ему не удалось увидеть. which is quite amazing. Жаль, конечно. I saw a lot of kangaroos, but I could not see a platypus. Мне наоборот, повезло увидеть очень много кенгуру, а вот утконоса я не видела вживе. So they have no services after 7, and they receive services up to age 7, and territories are responsible, so regional services. Так вот, как в Австралии все это организовано, до 7 лет есть терапия, в случае после 7 лет прекращается. И к тому же имеются существенные различия в таких политиках в зависимости от штата или территории. So, autism costs in Germany. А теперь давайте рассмотрим затраты на аутизм в Германии. In this study, assume prevalence rate of 1%. Было принято за распространенность 1%. But it focused on high-functioning individuals. Здесь прежде всего фокус ставился на high functioning, you mean that they... No intellectual disability. No intellectual disability. То есть на Autism without intellectual disability. То есть на, скажем так, на сохранении функций, то есть учитывались только случаи аутизма без умственной отсталости. It compared the costs for autism without intellectual disability in Germany with UK, and the cost in Germany was 70% of the UK. So they were spending less money in Germany. Когда немцы провели все такое исследование и сравнили свои затраты в процентах с такими же затратами Великобритании, то оказалось, что Германия тратит только 70% от общего Великобритании. То есть как бы немцы тратят меньше. And the cost included the highest cost, special education. Самое, скажем так, высокозатратное было это специализированное обучение. 25%. 25% всех расходов. Parental productivity 12%. Потеря производительности родителей оценивалась 12%. And individual productivity loss 58%, despite the fact that they had, no intellectual disability. И индивидуальная производительность, то есть потери именно оценивалась как 58% в целом, это еще учитывая люди без умственной отсталости. This slide shows the distribution of these costs, and you see productivity loss and the special education costs being the highest. So these are as they get older.
Здесь и распределение стоимостное показано на этой диаграмме, и вы видите, что самая высокая, да, это потери производительности и на the highest is the productivity loss and Yeah. the second As they get older. the second highest is the cost. Productivity loss and the special education. И специализированное образование, второе по затратности, плюс, что эти расходы увеличиваются с возрастом самого аутиста. Those of you who work in autism, we know that with high functioning autism, early diagnosis is difficult. И мы с вами, вот те, кто работает с аутистами, вы знаете, что, конечно, при сохранении функций, да, раннее диагностирование аутизма у таких людей очень сложно. And you see healthcare and social at the early stages is very low cost here. So Вот посмотрим на ранние затраты на ранних стадиях, это по здравоохранению и соцуслугам, насколько малы затраты, да, на раннем периоде. So why did United Kingdom do better than Germany? That's a very interesting question. А вот теперь зададимся вопросом. Немцы тратят вроде бы, то есть у них это менее затратно, чем у Великобритании. А почему же у Великобритании лучшие показатели при этом? My theory is that they had greater awareness because in UK they have been working and doing research on high functioning autism with Lorna Wing and Gilbert earlier on and Simon Baron-Cohen. So they've been doing a lot of work. There's an amazing awareness. Почему? Потому что в Великобритании, скажем так, было очень много проведено исследований, действительно исследований высокого порядка, очень высококачественных, и поэтому в Великобритании, скажем так, гораздо больше известно в целом об аутизме и всего, что он влечет с собой в целом и для населения, и для самого аутиста. Also in UK, the cost of supporting adults with autism was much higher, like almost 10 times higher than supporting children, which is a bias because I know they don't have as good child services for pediatric neurodevelopmental, but they spend a lot of money in supporting adults. И второе то, что в Великобритании раз в 10 выше затраты, то есть больше вкладывают в поддержку взрослым аутистам, чем детям. Да, я знаю, что как бы там, скажем, недостаточно в целом развитие вот таких как бы клиник и учреждений, которые помогают детям, но вот тем не менее такая картина, что очень много вкладывается в поддержку взрослым аутистам. So this slide shows comparing UK and US, and I don't want to take too much time because of our time, but basically the costs are very similar, but the distribution is a bit different. Хочу здесь представить сравнение по экономическим затратам в Штатах и Великобритании в целом на аутизм. Можно сказать, что затраты в принципе сравнимы, но тем не менее по распределенности, то есть по распределению, они разнятся. And you can see its average is like 86,000 and 88,000 in both countries. This is a study in JAMA Pediatrics. Вот посмотрите, приблизительно более-менее по затратности одинаковы, что в Великобритании, что в Штатах в год на аутиста с умственными нарушениями. Это представлена группа исследований по педиатрии. And the societal costs is calculated in this study as 3.2 million per capita. И теперь посмотрите, скажем так, социальные затраты на аутизм в целом, это где-то 3,1 миллиона
per capita. And these are the costs per capita for all the different sections that I mentioned already. So, А вот здесь уже идет разбивка, скажем так, по статьям затратности, опять же, на душу населения. this is a study I did with a doctoral student at Harvard, and shows that non-health expenses accounted for more than 60% of the cost of the children. This was a national survey study. А вот посмотрите, это гарвардское исследование, то есть совместно с студентами и специалистами Гарварда я проводил. И здесь вы видите, что в целом где-то затраты не, скажем так, не относящиеся к здравоохранению, да, составляли где-то 60% в целом. Вот, в целом затрат. Now, medical costs, if you ask, hospitalizations higher, clinic visits 3 times higher, prescription medications about 8 times, 7 times higher for autism children than the others. И если мы сравним затраты медицинские, то есть это и госпитализация, и посещение клиник, и рецептурные препараты, стоимость детей с аутизмом и без, то детей с аутизмом в целом где-то затраты в 3 раза выше. So, parental employment. Теперь посмотрим на занятость родителей. Mothers of children with autism earn 35% less than the mothers of children with another health limitation, and 56% less than mothers of children with no health limitation. На доход матерей посмотрим. Значит, матери, у которых есть ребенок с аутизмом, 35% меньше, чем матери, у которых имеются дети с другими, скажем так, ограничениями по здоровью, и 56% меньше, чем матери и детей, у которых нет, у этих детей нет никаких ограничений по здоровью. Another study from pediatrics shows loss of income in households with child with autism. So this is another study that shows a significantly less income, loss of income in families with autism child. Еще одно исследование, это педиатрическое отделение Бостона, показывает, насколько высоки потери в доходе тех семей, у которых имеется ребенок с аутизмом, скажем так, действительно значительные потери в доходах. So autism is not just a child and adolescent problem, and as you can see, the costs go up by age groups, almost in every single expenditure category. И, конечно же, в этом разрезе нельзя говорить только о детях с аутизмом. Почему? Потому что аутизм – это состояние, которое влияет, скажем так, на все аспекты в течение всей жизни, и мы видим, насколько высоки затраты по каждой категории, и они повышаются с повышением возраста. Children with autism significantly more emergency visits in the emergency rooms, emergency physician visits with primary care on a 12-month period. Okay. И если мы посмотрим по, скажем так, посещению как клиник, так и различных отделений по ургентной помощи, насколько цифры разнятся в целом, если мы берем вот 12 месяцев в год по детям с аутизмом и без. So now let me get to quality of life and some other comorbidity and premature mortality, and then I will end. И теперь разрешите мне еще поговорить о качестве жизни, различных коморбидных состояниях
и, конечно же, преждевременной смерти. These are not measured by cost. Эти факторы, конечно, деньгами не измерить. This is called suffering and death. Это страдание и смерть. So, global burden of autism, and the most important statistic here is years lived with disability. Вот здесь, скажем так, в глобальном плане представлена нагрузка от аутизма в целом на все регионы мира. И здесь, конечно же, цифра как показатель – это годы, которые прожиты с заболеванием. I should change that and put the disability there, and that will be completely orange. И если бы я уже, скажем так, вот инвалидное состояние обозначил вот здесь, в самом раннем возрасте, то вся бы вот эта линия была бы красного цвета. There's also years of life lost because they have premature death. I'll get back to that. И, конечно же, мы здесь должны учитывать годы, скажем так, непрожитые, годы потерянной жизни. So this is the global burden of disease statistic, and it's pretty high for autism. Вот здесь нагрузка в целом, то есть статистика дана по нагрузке аутизма в целом по миру, как видите, нагрузка высока. And this is a measure that is used now widely, called the pediatric quality of life, and there's also adult quality of life measures. Вот здесь представлен индикатор, который недавно был принят. Это педиатрическое качество жизни. Но, конечно, говоря об аутизме, мы точно так же можем поставить качество жизни взрослого с аутизмом. And this is a very important, besides the years lived with disability, this is the other important one, which is the quality adjusted life years. That is, and I will get to the, okay. И, конечно же, говоря о годах прожитой жизни, мы вот здесь я представила их в другом разрезе, то есть это качество жизни вот этих прожитых лет. So the more quality of life you have, the better it is, whereas the years lived with disability is bad. So this is like a great, but these two statistics capture something. Конечно же, качество жизни без заболевания и с заболеванием разнится. Ну вот здесь как бы пытались представить статистически, как бы охватили картину вот этого индикатора. So if you're dead, you have zero quality of life. Ясно, что, скажем так, если вы мертвы, то качество вашей жизни равно нулю. Here's shows you that if you get an intervention, your quality of life and your delayed death is much bigger. The area under the curve, I guess this is like a French invention, right? So in mathematics. So go ahead. Ну, если посмотрите, насколько качество жизни и годы прожитые отличаются друг от друга, и если была интервенция, то есть была помощь, либо не было интервенции, не было помощи. Здесь мы ввели такой индикатор, как площадь под кривой, это французы изобрели, они такие, так сказать, математика такая у них французская. So the pediatric quality of life measures were with children with autism were significantly lower than those of healthy populations. So и, конечно же, педиатрическое качество жизни, вот представлено на диаграмме у детей с аутизмом, было значительно ниже. See social functioning, emotional functioning, psychosocial, physical health. Это вот такие показатели, как и психическое здоровье, психологическое здоровье, эмоциональные функции, эмоциональные функции, социальные функции, школьных и так далее. So the experience of stress in families. I will just show a few more slides. И еще несколько слайдов, представляющих стресс для семьи. Experience of stress in families of children with autism compared to those with typically developing children. Almost for every category, mothers, fathers, and parents, to group together, worse. В целом, чтобы вам, скажем так, подвести итог по этой диаграмме и сказать, что стрессовое состояние в семье для детей, где есть ребенок с аутизмом и где ребенок не страдает аутизмом, по всем показателям, конечно, значительным образом разнится.
Okay, this is effect on mothers. This is very dear to my heart because it is devastating. Вот здесь меня очень трогает этот слайд, это, скажем так, состояние матери. Конечно, состояние матери, у которой ребенок страдает аутизмом, это очень тяжело. Those of you who care for children with autism know that very well. Те, кто занимается аутизмом, те об этом знают. And we did a study in Bangladesh to support mothers in autism schools, so we have some evidence on that as well in developing countries. Мы провели исследование по состоянию матерей детей, страдающих аутизмом в Бангладеш и в развитых странах, и, в общем-то, это просто было еще одним доказательством. So mothers highly stressed. Конечно же, мать подвергается очень высокому стрессу. And they had poor, fair mental health. And there's also a higher level of depression. There are many studies looking at this. В целом, конечно, общее здоровье ухудшается, и, конечно же, такие матери страдают депрессиями. Effect on siblings. Влияние на братьев и сестер. Brothers and sisters. You can see this kid's expression on his face. Посмотрите на выражение лица этого ребенка. So, siblings participate in fewer extracurricular activities and lower enjoyment scores in relaxation activities. В целом, если можно подвести итоги вот по этим диаграммам, то братья и сестры, скажем так, детей, страдающих аутизмом, они гораздо меньше заняты во внешкольной деятельности. И, конечно же, в целом, скажем так, если взять шкалу по их удовольствию и действию, скажем так, деятельности в плане отдыха, то тут их показатели гораздо ниже. Impact of medical comorbidity. This is very important because autism does not stay in a vacuum. Дальше влияние на медицинскую коморбидность, потому что сам по себе аутизм в вакууме не находится. And you can see seizures, epilepsy. Посмотрите, вот эпилептические припадки. These are associated other problems. Остальные с другими проблемами. Except autoimmune disease was not higher, even though most people think that autoimmune diseases is higher in autism. In this study, that wasn't. Но вот это исследование показало, что единственное, где низкие показатели, это у аутоиммунных заболеваний, хотя вот вы уже слышали, что в случае аутизма связано во многом с аутоиммунными заболеваниями, то есть вызываются как. This was a very large sample size study. Вот это исследование было проведено с большой выборкой. Impact of psychiatric comorbidity. Влияние на психиатрическую коморбидность. These are all the list of things that you can see, and you can see people call this attention deficit disorder and many other anxiety, social phobia, OCD, and so on. So this was a clinical sample, so these rates will be lower in the epidemiological samples, but still shows you some idea. Хочу сказать сразу, что эта диаграмма была построена на клинической коморбидности, не распространенной, не эпидемиологической коморбидности, поэтому здесь показатели несколько выше. Но тем не менее мы видим, что фактически представлены в коморбидности все другие состояния. So this was actually just to show you premature mortality. This is not in autism, but in Devon, England, under 75. These are the contributors to premature mortality, so genetics, behavioral pattern, and social circumstances, health. So you could see that all these factors are highlighted in individuals with autism. И теперь посмотрите, здесь представлены факторы, которые влияют на преждевременную смертность людей с аутизмом. Здесь, конечно, представлено несколько их. Это и генетическая предрасположенность, и различные поведенческие шаблоны, тут, как видите, и социальные, представлены даже окружающие среды, и представление услуг по здравоохранению, но тем не менее каждый из них имеет свой процент вклада. To
2 minutes and we'll be finished. I'm glad to report. Дайте мне, пожалуйста, еще 2 минуты, и я уже закончу. So this is premature mortality slide. Higher premature mortality for autism, males and females, and high functioning without intellectual disability and with intellectual disability. All across the board, they had premature mortality. Итак, здесь представлено исследование, как же выражена преждевременная смертность у, скажем так, различных групп населения. Это и женщины, мужчины, и с умственной отсталостью, без умственной отсталости. Но в целом можно сказать, что у всех, неважно, скажем так, какая-то именно популяция или какая когорта, преждевременная смертность фактически это присуща всем больным с аутизмом. So I want to first of all thank you for your attention and to tell you that what I try to create is an evidence base, like you do it in front of a judge to prove that this is a problem, but you can do it for other mental health developmental conditions as well, in fact, profoundly so. Ну и в заключение хочу поблагодарить всех вас и за внимание, и хочу сказать, что я пытался здесь, как в суде, да, в суде приводят доказательства, так и здесь я пытался привести доказательства именно важности этой проблемы. Конечно, мы можем то же самое сказать о других состояниях, скажем, ментальных нарушений, не только аутизма, но здесь я как бы привел доказательства важности именно больных с аутизмом. So there is no question that we need to identify, intervene early, and find ways of doing that better, and that the costs are shared across all the systems that require coordination of services for families. And this is the final slide that shows this paradigm, which is in the WISH report that I mentioned, which is available on the internet. Thank you. И, конечно же, здесь в заключение хочу подчеркнуть, что для того, чтобы снизить эту проблему, снизить затраты и как-то ее начать решать, факторы здесь какие важны? Это, конечно, и раннее вмешательство, правильная и точная диагностика и, естественно, правильное ведение таких случаев поможет нам вот эту, скажем, все стоимостные выражения, все их снизить. И дальше... И вот здесь, как видите, я как бы сам создал такую вот структуру, да, то есть это платформы и, как бы сказать, основные поддерживающие элементы вот такой помощи больным с аутизмом, вот, так, чтобы это действительно здание стояло и, как говорится, было устойчивым. Да. Спасибо. Многие из вас недавно имели возможность наблюдать за проведением так называемых национальных консультаций по поводу реформирования системы охраны психического здоровья в Украине до 2030 года. В основу было положено исследование Мирового банка, профинансированное, очень интересное исследование, в котором психическое здоровье детей отсутствовало полностью. Они не отрицали, сказали, что они взяли за основу только самые важные проблемы и самые важные расходы, наибольшие расходы. И я думаю, что сегодня, к сожалению, должны были у нас быть представители с кабинета министров и администрации президента. Мне очень хотелось, чтобы они послушали доклад, посмотрели, насколько важно, дорого и не просто звучат аспекты, связанные именно с детской психиатрией, охраной психического здоровья детей. Конечно, мы нуждаемся в подобных расчетах, в подобных цифрах. Конечно, мы должны сформулировать требования, не просто дайте денег
И не просто у нас нет сервиса, или государство не финансирует сервисы. Нужно четко представлять, какова есть структура расходов, как соотносятся различные структуры расходов и за что должно платить общество. И перед обеденным перерывом, возможно, есть вопросы, я узурпировал немножко власть. Прошу. Есть вопросы, коллеги? Окей, давайте тогда поблагодарим профессора за чудесную лекцию.